1. По данным Всемирного совета по золоту, все золото, когда-либо добытое человечеством, можно поместить в куб размером 22 на 22 на 22 метра. 2. В Древнем Китае подушки делали из твердых материалов. Нефрита, дерева, бамбука. Считалось, что мягкие подушки крадут энергию людей во время сна. 3. Если перетасовать колоду карт, карты лягут в никогда ранее не существовавшем порядке. Вероятность получить уникальную колоду больше, чем 99,5 после запятой процентов. 4. Леонардо да Винчи первым обнаружил, что разрыв позвоночника вызывает мгновенную смерть на примере лягушки. Впрочем, великий художник ощущал вину за свои эксперименты над животными и вскоре прекратил их и стал вегетарианцем. 5. У одиноких мужчин запах тела сильнее, чем у тех, кто находится в отношениях. 6. В Гватемале говорят на 25 языках. 7. В честь шведской деревни Иттербю с населением 3000 человек названы целых 4 химических элемента – итрий, тербий, эрбий и иттербий. 8. Ежегодно в период с октября по июнь у тысяч многоцветных ларикетов, птиц, обитающих в Австралии, случается паралич, и никто не знает точно почему. 9. В Вавилоне, крупнейшем городе Древней Месопотамии, пользовались 60-ричной системой счисления. В ее основе было число 60, а не 10, как в современной системе. В наследство от тех времен нам достался час из 60 минут и минуты из 60 секунд, а также 360 градусов в круге. 10. В 2005 году Диего Марадона заявил, что во время матча чемпионата мира 1990 года аргентинцы дали бразильцу Бранко бутылку воды с каким-то веществом. Сам Бранко рассказывал, что после нескольких глотков почувствовал сильное недомогание. Однако доказать, кто именно подмешал какое-то вещество, так и не удалось. 11. Клюв пеликана имеет больший объем, чем его желудок. 12. В 2019 году китайская миссия Чанъэ-4 впервые в истории вырастила растение на поверхности Луны. В герметичном биологическом контейнере проросло семя хлопчатника. Правда, с наступлением холодной лунной ночи эксперимент завершился. Контейнер не был рассчитан на температуру ниже минус 100 градусов Цельсия, и росток погиб. 13. Австралия – единственный континент, на котором нет ледников. 14. Американский разведчик СР-71 Blackbird на Земле был не герметичен и подтекал топливом. Это было предусмотрено конструкцией. Небольшие зазоры в титановой обшивке исчезали только после нагрева корпуса на сверхзвуковой скорости. Поэтому самолет обычно взлетал с неполными топливными баками, а вскоре после взлета дозаправлялся в воздухе. Такой подход не только уменьшал потери топлива на Земле, но и снижал взлетную массу тяжелой машины. 15. В 1782 году король Сиама Таксин был свергнут во время переворота. Его соратник и главнокомандующий Чао Прайя Чакри вернулся из военного похода, подавил мятеж, но вместо восстановления Таксина на троне приказал лишить его жизни и сам стал королем под именем Рама I. Так началась династия Чакри, представители которой правят Таиландом до сих пор. 16. Если католический священник нарушит тайну исповеди, он будет автоматически отлучен от церкви и может быть прощен только Папой Римским. 17. Долгое время стоимость монет напрямую зависела от количества драгоценного металла в них. Этим пользовались мошенники. Они немного обрезали металл с краев монет, а из собранной стружки чеканили новые. Постепенно такие монеты становились легче, хотя внешне почти не отличались от настоящих. Решение предложил Исаак Ньютон, служивший в британском королевском монетном дворе. По его инициативе на ребре монет начали делать мелкие насечки. Если край стачивали, это сразу становилось заметно.
Такой обработанный край называется гурт и до сих пор используется на многих монетах. 18. У муравьев вида Cephalotes varians есть специальные особи-охранники, использующие свои головы в качестве дверей в муравейнике. 19. За десятилетия исследований специалисты так и не получили экспериментальных доказательств существования у людей феромонов. 20. В Китае среди людей 20-40 лет мужчин примерно на 20 миллионов больше, чем женщин. Это считается одним из крупнейших гендерных дисбалансов в мире. Приветствую вас на канале «Книги, истории, факты». В этом ролике я расскажу 250 спокойных фактов, которые помогут при тревоге. Прошу поставить большой палец вверх, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Продолжим. 21. Название японского бренда спортивной одежды и обуви ASICS – это аббревиатура латинской фразы «Anima sana in corpore sano» – «В здоровом теле здоровый дух». 22. Детеныши голубого гну в среднем встают на ноги уже через 6 минут после рождения. Через 30 минут начинают ходить, а менее чем через сутки способны убежать от гиены. 23. По словам ученых, занятия на велотренажере и велосипедные прогулки эффективны для борьбы с жиром на животе. 24. Дерево павловния получило свое название в честь Анны Павловны, дочери российского императора Павла I, ставшей супругой, а затем королевой Нидерландов. Немецкие ботаники Филипп Франц фон Зибальд и Йозеф Герхард Цукарини хотели назвать новый род растений Анна, но такое название уже существовало в ботанической номенклатуре. Тогда они использовали форму павловния, приняв Павловна за второе имя принцессы, хотя на самом деле это было ее отчество. В результате павловния стала единственным широко известным родом растений, названным не по имени или фамилии человека, а по его отчеству. 25. У паука-гладиатора нет радужных оболочек, их заменяют крупные светочувствительные мембраны. Солнечный свет разрушает мембраны, но вечером они восстанавливаются. Таким образом, днем паук слеп, зато ночью, когда наступает время охоты, его глаза видят куда лучше, чем глаза кошек и сов. 26. В первоначальном варианте песни из заставки мультсериала «Утиные истории» строчка «Создать теорию, утиную историю» была переведена ближе к оригиналу. «Создать теорию, переписать историю» might solve a mystery or rewrite history, но позже ее решено было заменить. 27. Таинственный последний роман об Эркюле Пуаро ждал публикации почти 30 лет. Агата Кристи написала занавес, потому что боялась не пережить войну. Писательница не хотела бросать историю одного из своих любимых персонажей без завершения, поэтому создала финальную часть сериала, в которой Эркюль Пуаро умирает. Роман хранился в банковской ячейке аж до 1975 года, когда, наконец, был издан. Кстати, в нем, на удивление, мало устаревших моментов. Одним из них является упоминание о казнях, которые на момент выхода романа в свет уже 10 лет, как были упразднены в Великобритании. 28. В знаменитую видеоигру 1980-х годов «Duck Hunt» «Утиная охота» можно играть вдвоем. Джойстик второго игрока управляет утками. 29. Все горы, стоящие одиноко, кроме Шиханов, являются вулканами, действующими или нет. 30. Культовая австралийская военная шляпа загнута с одной стороны для того, чтобы удобнее было вскидывать винтовку на плечо. 31. Уродливые рыбы вымирают быстрее остальных, потому что никто не стремится их защищать. Экологи обращают внимание в основном на симпатичных рыб с округлыми яркими телами. 32. В зоопарках собаки и гепарды часто становятся хорошими друзьями. Собаки помогают гепардам адаптироваться. Они заботятся о своих подопечных, защищают их и учат взаимодействию с людьми.
Такая собака пользуется у гепарда авторитетом и воспринимается как старший брат. 33. Чтобы оценить незнакомое лицо, человеку требуется всего 0,1 секунды. 34. Во Франции мужчинам запрещено плавать в купальных шортах в общественных бассейнах. Разрешены только облегающие плавки. Причина в гигиене. Считается, что в свободные шорты может попасть пыль, грязь и тому подобное. 35. Очень хитрые дикие кошки были замечены на острове Гуадалупе. Они придумали способ кормиться, отбирая у морских слонов их молоко. Когда детеныш кормится, кошки подкрадываются к нему и начинают бить, пока тот не бросит кормление, после чего кошка занимает его место и слизывает молоко. Иногда морские слоны прогоняют этих нахалок. 36. Губка Боб, квадратные штаны, относится к виду Аплесина фистуларис или желтая трубчатая губка. 37. На всем протяжении крупнейшей на земле реки Амазонки нет ни одного моста. 38. Ганс Мюнх, прозванный добрым человеком из Освенцима, был единственным человеком, оправданным военным судом в ходе судебных процессов в Освенциме в 1947 году. Согласно показаниям многих бывших узников лагеря, Мюнх, работавший в Освенциме врачом, проводил над людьми сложные и фальшивые эксперименты, поскольку заключенных, ненужных для экспериментов, обычно лишали жизни. Эти эксперименты были фарсом для его коллег, не догадывавшихся, что на самом деле врачу жалко людей, и он всячески пытается их спасти. 39. Кусты и облака в классической видеоигре Super Mario – это одна и та же фигура, окрашенная в разные цвета. 40. Жеглов никогда не говорил «Ну и рожа у тебя, Шарапов». Эта фраза звучала так: «Ну и рожа у тебя, Володя, ох, рожа». 41. В Библии не уточняется, какой именно плод съели Адам и Ева. Им могло быть яблоко, персик, виноград, гранат, инжир, этрог, цитрон, груша или айва. 42. Система желтых и красных карточек появилась после чемпионата мира 1966 года. Тогда капитан сборной Аргентины Антонио Раттин отказался покидать поле после удаления, объяснив это тем, что не понял решения судьи. Этот эпизод вдохновил арбитра Кена Астона создать универсальную систему цветных карточек, понятную игрокам независимо от языка. 43. Чингисхан брал с собой в военные походы тележку с личинками мух. В случае ранения солдата личинок выкладывали на рану, чтобы они дезинфицировали ее и способствовали быстрому заживлению. Терапия личинками использовалась и позже, например, во время наполеоновских войн, но с открытием антибиотиков вышла из обихода. 44. Бывшие президенты США получают государственную пенсию, ряд привилегий и, как правило, пожизненную охрану секретной службы. Постоянное сопровождение означает, что многие повседневные действия приходится согласовывать с сотрудниками охраны, а передвижение тщательно планируется. Из-за требований безопасности бывшие президенты практически не ездят по дорогам общего пользования за рулем самостоятельно. Запрета в федеральном законе нет, однако секретная служба не допускает самостоятельного вождения на общественных дорогах. Поэтому, например, Джордж Буш-младший и Барак Обама рассказывали, что могут водить автомобиль лишь на территории своих ранчо или других частных владений. От государственной охраны можно отказаться. Этим правом воспользовался Ричард Никсон. В 1985 году он отказался от защиты секретной службы, чтобы снизить расходы государства. После этого его безопасность обеспечивалась уже не федеральными агентами. 45. Во время Великого голода в Ирландии в XIX веке миллион ирландцев погибли и еще миллионы мигрировали, в результате чего население страны сократилось на 20-25%. 46. В 2014 году подрядчик Дэн Грединг устанавливал в Санта-Барбаре знаки «Стоянка не более 75 минут». Пока он сверлил последний столб, инспектор выписал ему штраф за превышение этого же лимита парковки.
Грэдинг попытался оспорить штраф, объяснив, что выполнял работу по заказу города, однако апелляция была отклонена, и штраф оставили в силе. 47. В 2014 году Итан Цукерман, сотрудник Массачусетского технологического института MIT, публично извинился за то, что в 1997 году изобрел всплывающую интернет-рекламу. 48. Юрий Гагарин, должно быть, очень удивился, когда после его исторического космического полета был награжден медалью за освоение целинных земель. Вероятно, более подходящей награды на тот момент не существовало, поскольку ее впоследствии продолжили вручать другим советским космонавтам после приземления. 49. Американка Хоуп Кук в 1963 году вышла замуж за наследного принца Сикима Палдена Тхондупа Намгьяла, а после его коронации стала королевой-консортом Гималайского королевства. В 1975 году Сиким вошел в состав Индии, монархия была отменена, и Хоуп Кук навсегда осталась последней королевой страны. 50. Потомков ливанцев в Бразилии больше, чем все население Ливана. 51. Сова, в отличие от большинства птиц, летает почти бесшумно. Это помогает ей незаметно подкрадываться к добыче и одновременно слышать даже самые слабые звуки, которые издают потенциальные жертвы. 52. На могиле Спайка Миллигана, британо-ирландского актера и комика, есть надпись «Я же говорил вам, что болен». 53. Астронавт НАСА Клифтон Уильямс, справа на изображении, погиб в авиакатастрофе в 1967 году, не успев отправиться в космос. Предполагалось, что он станет пилотом лунного модуля миссии «Аполлон-12», но его место занял Алан Бин. Во время высадки на Луну в 1969. 54. В 1830-х годах канкан танцевали преимущественно мужчины, чаще всего студенты. 55. На «Титанике» было 20 спасательных шлюпок, на которых при полной загрузке можно было разместить лишь 38% пассажиров. Однако правила безопасности настолько устарели к тому времени, что предписывали иметь на борту корабля лишь 16 шлюпок, так что «Титаник» был оснащен шлюпками даже сверх предписанного. 56. Существуют светящиеся многоножки. 57. В 1980 году Верховный суд США постановил, что правительство незаконно лишило народ Сиу Черных холмов, территории, закрепленные за ними договором 1868 года. В качестве компенсации племенам присудили около 122 миллионов долларов, однако они отказались принять эти деньги. Причина в том, что Черные холмы считаются для Сиу священной землей, а принятие компенсации означало бы отказ от дальнейших претензий на нее. Деньги так и остались на федеральном счете, где за десятилетия вместе с процентами выросли более чем до 1 миллиарда долларов, но племена до сих пор не изменили своей позиции. 58. Тигры кажутся людям ярко-оранжевыми, но их главные жертвы, олени и кабаны, видят мир иначе. Из-за особенностей дихроматического зрения они почти не различают оранжевые и зеленые оттенки, поэтому тигр на фоне растительности выглядит для них зеленовато-коричневым и хорошо замаскированным. 59. 12% взрослых людей в мире не умеют читать и писать. 60. Саконский язык – единственный современный потомок древнегреческого дарийского диалекта, на котором говорили в Спарте. Благодаря многовековой изоляции он сохранил особенности, исчезнувшие из остальных греческих диалектов, но сегодня находится на грани исчезновения. Свободно владеют им лишь несколько сотен, в основном пожилых, человек. 61. Промышленно производимый майонез не нуждается в хранении в холодильнике. У этого продукта достаточно высокий уровень кислотности, чтобы подавлять рост бактерий. 62.
На греческом острове Лерос находится небольшая часовня «Крабовая Богоматерь». По местному преданию, рыбак, которого ущипнул краб, обнаружил среди прибрежных скал икону Богородицы и забрал ее в деревенскую церковь. Ночью ему приснилась женщина в черном, велевшая вернуть икону на прежнее место. Наутро образ вновь нашли среди скал, и жители решили построить там часовню. В память об этой легенде в часовне появилась необычная икона. Вокруг традиционного образа Богородицы с младенцем изображен большой красный краб. Такой элемент почти не встречается в православной иконографии, поэтому икона с крабом стала одной из самых известных святынь острова Лерос. 63. На Бермудских островах нет природных источников пресной воды. Местные жители собирают дождевую воду при помощи специально устроенных ступенчатых крыш домов. 64. Олимпийскую деревню зимних игр 1980 года в американском Лейк-Плэсиде изначально проектировали так, чтобы после соревнований превратить в федеральную тюрьму. Из-за сходства с настоящим исправительным учреждением несколько национальных олимпийских делегаций отказались размещать там своих спортсменов. 65. Чипсы Принглс имеют форму гиперболического параболоида. 66. 75% всех пчел в мире – одиночки, не строящие ульи и не живущие в них. 67. В 1787 году американец Леви Хатчинс создал один из первых механических будильников. Он был настроен только на 4 часа утра. Именно в это время изобретатель хотел просыпаться сам, а изменить время звонка было невозможно. 68. Старшего брата Владимира Ильича Ленина, Александра Ульянова, казнили за участие в заговоре с целью покушения на жизнь императора Александра III. 69. Пустынная мостовая – место в пустыне, где ветер сдул весь мелкозем, оставив лишь мозаику отполированной гальки. 70. Красные карлики – самые многочисленные звезды во Вселенной, но астрономы еще ни разу не наблюдали, как умирает хотя бы один из них. Причина в том, что эти звезды расходуют свое топливо очень медленно и способны существовать сотни миллиардов или даже триллионы лет. Возраст Вселенной составляет всего около 13,8 миллиарда лет, поэтому ни один красный карлик еще не успел завершить свой жизненный цикл. Их дальнейшую эволюцию ученые пока могут изучать только с помощью теоретических моделей. 71. Мулан – самая жестокая из диснеевских принцесс. В одноименном мультфильме она лишила жизни 1995 человек. 72. Самый сильный ветер, не связанный с торнадо или тропическим циклоном, был зарегистрирован на вершине горы Вашингтон в США. В 1934 году приборы местной обсерватории зафиксировали порыв скоростью 372 км в час. Этот рекорд до сих пор остается непревзойденным для ветра такого происхождения. 73. Вероятность умереть в свой день рождения на 13,8% выше, чем в любой другой день. 74. Изначально апельсины зеленые, но в странах, где не так тепло, как в тропиках, они теряют хлорофилл и становятся оранжевыми. 75. Точно сказать, когда человек впервые подчинил себе огонь, невозможно. Однако наиболее надежные свидетельства показывают, что уже около 1 миллиона лет назад древние люди, вероятно, Homo erectus, умели поддерживать и использовать огонь. Одно из самых убедительных подтверждений найдено в пещере Вондерверк в Южной Африке, где обнаружены следы древних костров. При этом регулярно добывать огонь самостоятельно люди научились значительно позже, по современным оценкам, около 400 тысяч лет назад. Освоение огня стало одним из важнейших достижений в истории человечества. Он позволил готовить пищу, согреваться, защищаться от хищников и осваивать новые территории. 76. Манцинелловое дерево
самое ядовитое дерево на Земле. Млечный сок, содержащийся во всех его частях и плодах, может вызывать ожоги и слепоту. 77. Видеоигру Duke Nukem Forever разрабатывали больше 14 лет. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса как игра, наиболее долго находившаяся в производстве. 78. Мария Складовская-Кюри является первой женщиной-нобелевской лауреаткой в истории, первым человеком, получившим Нобелевскую премию дважды, а также единственной обладательницей Нобелевских премий в двух разных науках – химии и физике. 79. Амперсант образован от сочетания букв «и» и «т». «Эт» по-латински означает «и». 80. На изображении Джимми Никол в аэропорту Мельбурна. Он сыграл 8 концертов с The Beatles в качестве барабанщика, заменяя Ринго Старра, попавшего в больницу в 1964 году. Менеджер группы Брайан Эпштейн на прощание подарил ему 500 фунтов стерлингов и золотые наручные часы с надписью «Джимми с уважением и благодарностью от The Beatles и Брайана Эпштейна». С группой Николу так и не удалось попрощаться. Они все спали, когда он уезжал. 81. В 585 году до нашей эры, на 6-й год войны, во время битвы на Галисе, день внезапно превратился в ночь. Лидийцы и медяне так испугались, что прекратили битву и поспешно заключили мир. Это было солнечное затмение. 82. На заглавном листе судебника Ивана Грозного 1550 года есть символ собака. 83. Масса Солнца составляет около 99,86% всей массы Солнечной системы. 84. С середины 1970-х годов на коротковолновой частоте 4625 кГц почти непрерывно звучит монотонный жужжащий сигнал. Лишь изредка его прерывают короткие голосовые сообщения с наборами цифр, позывными и случайными на слух словами. Радиостанция известна под условным названием УВБ-76 или «Жужжалка» и стала одной из самых известных загадок радиоэфира. Официально назначение станции никогда не раскрывалось. Однако большинство специалистов считают, что она входит в систему военной связи России, а непрерывный сигнал служит для поддержания радиоканала в рабочем состоянии. Несмотря на множество популярных теорий, от связи с системой «Периметр» до контактов с разведкой, ни одна из них не получила убедительных подтверждений. 85. Жуки-скакуны бегают так быстро, до 120 длин корпуса в секунду, что их глаза не успевают собрать достаточно света для формирования изображения, и мир в это время выглядит для них размытым. 86. Одна из первых компьютерных игр Space War вышла в 1961 году. 87. Слово «президент» переводится как «сидящий впереди», «председатель». В античные времена президентами называли лиц, руководящих различными собраниями. 88. В 2011 году на северо-востоке Японии в результате землетрясения и вызванного им цунами погибло около 18 тысяч человек. В храме Фумонзи остановились часы. Настоятель Буншину Сакану смог их спасти, хотя от храма остались только колонны и крыша. Он попытался завести часы, но ничего не вышло. Через 10 лет, 13 февраля 2021 года, в этом регионе произошло еще одно сильное землетрясение, и часы вновь пошли. 89. Самец австралийской якамы носит птенцов под крыльями. 90. Пифагор, автор теоремы Пифагора, был лидером религиозного культа, утверждал, что может разговаривать с животными, путешествовать во времени и испытывал крайнюю ненависть к богам. 91. Скрипичный ключ – это стилизованное изображение буквы «G».
На протяжении многих веков люди, переписывающие ноты, меняли форму буквы, пока она не стала почти неузнаваемой. 92. Помимо бактерий, биом, в человеческом организме постоянно живут и вирусы, виром. Эти вирусы размножаются, заражая бактерии внутри нашего тела, и об этом известно Т-клеткам иммунитета. Т-клетки изучают свойства этих вирусов, регулируют и сдерживают их распространение по организму, а также дают отпор вирусам со сходным строением и свойствами, пытающимся проникнуть извне. Благодаря наличию вирома люди невосприимчивы к определенным видам вирусов. 93. Актеры Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас, живущие в браке с 2000 года, родились в один день с разницей в 25 лет. 94. Компания Nissan часто использует номер 23 на своих гоночных автомобилях, потому что в японском языке 2 – это «ни», а 3 – «сан». 95. Первые пылесосы запрягались лошадьми. 96. Польша – единственная страна в мире, в гимне которой упоминается Наполеон. 97. В 1961 году в Бразилии приняли закон, объявляющий футболиста Пеле национальным достоянием и запрещающий ему играть за команды других стран. 98. Мозг омара находится в его горле, нервная система в брюшной полости, зубы в желудке, а почки в голове. Он слышит с помощью ног, а вкус пробует ступнями. 99. Автомобиль Гелендваген Mercedes-Benz G-класса был разработан в 1970-х годах по предложению иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Он владел акциями Mercedes-Benz на $1 миллиард и захотел иметь фирменные внедорожники для своей армии. 100. Самая большая чашка кофе в истории содержала 22 735 литров кофе. Ее налили в 2019 году в Колумбии. 101. Клятва мизинцами происходит из Японии XVII века и предполагает отрезание мизинца тому, кто ее нарушил. 102. Биологический отец Стива Джобса, сириец Абдул-Фаттах Джандали, сделал карьеру управленца и в 80 лет работал вице-президентом казино «Бумтаун» в Неваде. 103. Кенийский народ Масаи пожертвовал США 14 коров после терактов 11 сентября. 104. Знаменитый писатель Франц Кафка сжег 90% своих произведений. 105. В Гонконге из-за нехватки мест на кладбищах похороненных людей через 6 лет извлекают из-под земли и кремируют. 106. Жителей Нигерии называют нигерийцами, нигериец – нигерийка, а жителей Нигера – нигерцами, нигерец – нигерка. 107. Картина «Черный квадрат» по замыслу Малевича. Не самостоятельное произведение, а часть серии из 3 картин, в которую помимо нее входят работы «Черный крест» и «Черный круг». 108. Когда Мадонна и Жан-Мишель Баскиа расстались после романа, случившегося в 1980-х годах, художник заставил певицу вернуть все ранее подаренные им картины и закрасил их черной краской. 109. В 2008 году был обнаружен вирофаг, вирус, который поражает другие вирусы. Он получил название «Спутник». Это второй известный науке случай сверхпаразитизма среди вирусов. 110. В 1967 году Пол Маккартни забыл свой паспорт, когда ехал во Францию на съемки клипа. Он сказал сотрудникам аэропорта: «Вы же и так знаете, кто я такой. Зачем вам мой паспорт?» И был пропущен на самолет. 111. Белки слишком маленькие и легкие, чтобы получать повреждения при падении с деревьев. Если падение случается, оно не вредит животному. 112. Таблетки темных цветов воспринимаются людьми как более эффективные по своему лечебному воздействию, выяснило исследование.
но на самом деле цвет таблеток никак не сказывается на их свойствах. Это просто маркетинг. 113. Шоколад ядовит для собак и кошек из-за содержания в нем теобрамина. Для небольшой собачки плитка горького шоколада будет смертельной дозой. Человеку для того, чтобы отравиться шоколадом, необходимо было бы съесть около 40 килограммов за раз. 114. Создатели фильма «Полтергейст» 1982 год выпуска использовали во время съемок реальные скелеты, поскольку они оказались дешевле пластиковых. 115. В Венеции нет современной канализационной системы. Жители города по-прежнему используют водные каналы в качестве канализации. 116. Изображение Бога Отца было запрещено Большим Московским собором еще в XVII веке на том основании, что Бога никто же види, когда во плоти. 117. Константин Рокоссовский – единственный маршал СССР, получивший также звание маршала другого государства – Польши. 118. Под обручальным кольцом на пальце живут сотни миллионов микробов. 119. У большинства птиц очень слабое обоняние, и они, вероятно, никогда не поймут, что вы брали на руки их птенцов. 120. В 1859 году в результате крупнейшей в истории зарегистрированной магнитной бури северное сияние было видно на юге, вплоть до Гавайских островов и Кубы. 121. Вопреки распространенному мнению, сидеть с прямой спиной вредно, так как эта поза оказывает давление на позвоночник. Идеальная поза для сидения с отклонением спины назад под углом 135 градусов, выяснило исследование. 122. Благодаря эффекту Этвиша, поезд, идущий с запада на восток, весит меньше, чем точно такой же поезд, идущий с востока на запад. 123. Когда в 2004 году в интервью для газеты The New York Times Стивена Хокинга спросили, какой у него IQ, он ответил: «Понятия не имею. Люди, хвастающиеся своим IQ, неудачники». 124. Кошки трутся о своих хозяев, чтобы сформировать общий запах, отличающий друзей от врагов. Кошка не только переносит свой запах на хозяина, но и позволяет его запаху перейти на ее шерсть, что является признаком доверия с ее стороны. 125. В японском языке есть глагол «харанаосу», что переводится как «перевлюбиться». Он означает чувство, которое мы испытываем, когда любимый, но привычный партнер вдруг совершает поступок, открывающий его личность с новой прекрасной стороны. 126. Самое важное для женщин качество мужчины – это доброта. В ходе опроса, проведенного среди 68 тысяч женщин в 180 странах мира, именно это качество назвали главным почти 90% респонденток. 127. Японское правительство предоставляет пожилым людям льготу на питание, если они отказываются от водительских прав. Так, страна долгожителей пытается снизить количество аварий с участием людей возрастом старше 75 лет. 128. Нейсерия гонореи – бактерия, способная тянуть за собой вес в 100 тысяч раз, превышающий собственный. Это самый сильный биологический двигатель, известный науке на сегодняшний день. 128. Нейсерия гонореи – бактерия, способная тянуть за собой вес в 100 тысяч раз, превышающий собственный. Это самый сильный биологический двигатель, известный науке на сегодняшний день. 130. У кошек уникальный позвоночник, который позволяет им одновременно поворачивать верхнюю и нижнюю часть тела в разные стороны. Эта способность помогает им всегда приземляться на лапы и в целом способствует гибкости и подвижности тела. 131. Кофе, в который добавлена щепотка соли, перестает горчить и становится очень вкусным. 132.
Исследование 43 фруктов и овощей, проведенное в 2004 году, показало, что питательная ценность этих плодов за последние полвека существенно снизилась. 133. Муравьи – один из самых древних существующих видов насекомых на Земле. Были найдены окаменелости муравья возрастом более чем 100 миллионов лет. Муравьи, которых вы видите сегодня, не очень отличаются от муравьев, обитающих на Земле более чем 100 миллионов лет тому назад. 134. Солнце не имеет четких границ. 135. Зрительная кора головного мозга находится в затылочной части головы. Именно поэтому мы видим звездочки в глазах, когда ударяемся затылком. 136. Блоха может прыгнуть на 18 сантиметров вверх и на 33 сантиметра в сторону, что примерно в 200 раз превышает длину ее тела. 137. Линии на внутренней стороне запястья называются рассета. 138. Собаки не просто хорошо чувствуют запахи, они как бы видят носом. Для них картина мира больше складывается из запахов, чем из визуальных образов, как у людей. 139. Медики по всему миру перестали использовать выражение «борьба с раком». Оно искажает суть лечения. Если лечение не помогает, у пациента создается ошибочное ощущение, что он недостаточно хорошо боролся. 140. Откуда взялось слово «совдеп»? Это сокращение от словосочетания «Совет депутатов». Оно появилось в 1920-х годах как способ презрительного обозначения СССР – совдеп, совдепия. 141. Тараканы есть даже на подводных лодках. 142. Планету Уран открыли в 1781 году, а Антарктиду – в 1820. 143. Английский футбольный клуб «Шеффилд» – старейший клуб в мире из ныне существующих. Он был основан в 1857 году. 144. Существуют журналы Playboy для слепых, напечатанные шрифтом Брайля. 145. В период Эдо в Японии, длившийся с 1603 по 1868 год, состоятельные женщины нанимали хойбикани, служанок, бравших на себя ответственность за запах кишечных газов, испускаемых дамами. 146. Белый шум облегчает засыпание и значительно улучшает качество сна, способствуя предотвращению прерывания сна. Такой шум даже может стать альтернативой снотворному при многих психических расстройствах, особенно при остром ПТСР. 147. Аллигаторы обитают всего в 2 странах мира – в США и Китае. 148. Химический элемент селен проводит электричество только когда на него попадает свет. В темноте он является изолятором. 149. В Швейцарии, если вы трижды проваливали практический экзамен на получение водительских прав, вас обяжут проконсультироваться с психологом, чтобы выяснить возможные причины этих неудач. Только после этого вы сможете попробовать еще раз пересдать экзамен. 150. При сильном кашле или чихании можно сломать себе ребро. Особенно это касается людей, принадлежащих к старшей возрастной группе. С годами костная ткань становится хрупкой. 151. Стиви Уандер запрещал ненормативную лексику в текстах песен, в которых использовалась его музыка, или сэмплы из его композиций. Поэтому в хите рэпера «Coolio Gangsta's Paradise» нет ни одного ненормативного слова, хотя в других его треках они есть. 152. 76% вьетнамцев носят одну из 6 самых распространенных в стране фамилий, при этом у 38% из них фамилия Нгуен. 153. Кофе содержит акриламид, канцерогенное вещество, которое можно встретить и в других продуктах, например, тостах, пирожных и чипсах. Однако, если пить кофе не горячим, не теплее 65 градусов, канцероген не действует.
154. Команда Pixar придумала идеи мультиков «Wall-E», «Приключения Флика», «В поисках Немо» и «Корпорация монстров» во время одного обеда. 155. Самый суровый климат в США, так как именно там происходит больше стихийных бедствий и катастроф со значительными последствиями и жертвами, чем в любой другой стране мира. 156. Североамериканские совки хватают змей вида техасская слепая змея и приносят их в свои гнезда, чтобы те уничтожали паразитов, питающихся яйцами этих сов. 157. Колибри обладают исключительной памятью. Например, они способны запомнить точное расположение всех кормушек на пути их миграции из Северной Америки в Мексику, страны Карибского бассейна и Центральную Америку. 158. Если два куска одинакового металла с идеально плоскими отполированными поверхностями соприкоснутся в вакууме, подобном открытому космосу, они сольются воедино. 159. Было замечено, что в условиях шума правое ухо лучше выделяет из звукового фона конкретную информацию. Ученые проверили это, и результат показал, что люди быстрее реагируют на происходящее справа от них. 160. В 2018 году инженер-электрик Антарктической исследовательской станции Беллинсгаузен несколько раз ударил своего коллегу за то, что тот рассказывал концовки книг, имеющихся в библиотеке станции. 161. Легкие неполые и не напоминают воздушные шары или мешки с воздухом. Они твердые, как губки. 162. Когда кислородные маски разворачиваются в самолете, включается химический генератор кислорода, установленный над каждым рядом сидений. Он запускает производство кислорода при помощи химической реакции. 163. Жест со скрещенными пальцами на удачу во Вьетнаме считается неприличным, примерно таким же по значению, как и западный жест с отставленным средним пальцем. 164. Раскраски по номерам изобрел Леонардо да Винчи. Он использовал их для того, чтобы обучать своих учеников. 165. Уши сов расположены на голове несимметрично, а на разной высоте. Это важно для точного определения совой положения добычи в пространстве. 166. Влияние Луны добавляет к земным суткам 1,8 миллисекунды за 100 лет. За последние 350 миллионов лет спутник замедлил вращение Земли примерно на час. 167. За чувство насыщения в нашем теле отвечают гормоны, производимые желудком и кишечником, абистатин, пептид YY и другие. На доставку гормонов в мозг и обработку информации уходит больше 10 минут. За это время можно успеть сильно переесть. 168. Сводки и сообщения Юрия Левитана во время Великой Отечественной войны, за исключением объявления о победе, не записывались. Их записали позже, в 1960-х годах, специально для использования в теле- и радиопередачах и фильмах. 169. В Австралии над автомобильными трассами, проложенными в эвкалиптовых лесах, протягивают искусственные лианы, чтобы коалы не гибли под колесами, и те охотно пользуются такими мостами. 170. В конце XIX века в США были популярны клубы толстяков, в которые принимали только мужчин весом более 90 килограммов. Члены таких клубов, как правило, были богачами. 171. В июне 2022 года Бельгия передала своей бывшей колонии, Демократической Республике Конго, золотой зуб Патриса Лумумбы. Этот зуб – единственное, что осталось от первого премьер-министра Конго. 172. На море при определенных погодных условиях могут образовываться так называемые квадратные волны. 173. Капля воды проводит в среднем 9 дней в атмосфере, прежде чем упасть обратно на Землю. Если капля упадет в океан, может пройти более 3000 лет, прежде чем она снова испарится.
174. Бигуден – традиционный женский головной убор необычной формы в одноименной местности на юго-западе области Британи во Франции. 175. Индийцы Яномама не обращаются друг к другу по имени. Это считается оскорбительным. На языке Яномама слово «называть» – синоним слова «оскорблять». 176. Более половины исследований в области психологии не проходят тест на воспроизводимость. Это значит, что другие ученые, проводя такие же исследования, не могут получить такие же результаты. 177. Нейробиологи установили, что ощущение власти ослабляет влияние на поведение человека той части мозга, которая отвечает за сочувствие к другим. Даже незначительная власть, данная индивидууму, вызывает появление этого эффекта. 178. Самый большой в мире почечный камень, удаленный у пациентов в Шри-Ланке, весил почти 800 граммов. 179. Когда компетентный человек делает ошибку, он кажется привлекательнее, чем человек со средними знаниями и умениями, допустивший точно такую же ошибку. Это явление называется эффектом оплошности. 180. В 2018 году журнал Vogue впервые вышел с обложкой, сфотографированной чернокожим фотографом Тайлером Митчеллом. 181. По законам Франции книги классифицируются как товары первой необходимости наряду с хлебом и водой. 182. Слова «мышца» и «мускул» происходят от слова «мышка», латинское «musculus». 183. В Китае более полумиллиона человек ежегодно умирают от переутомления. 184. До того, как Австро-Венгрия разделилась, ее девизом было «единое и неделимое». 185. Мэрилин Монро и королева Елизавета II родились в один год, 1926. 186. Фильм «Другая сторона ветра», 2018 год выпуска. Рекордсмен по продолжительности производства. Работу над ним начал Орсон Уэллс в 1970 году, а закончила компания Netflix спустя 48 лет. 187. В 2020 году два конкурирующих мексиканских картеля решили провести товарищеский футбольный матч. Итог встречи составил 16 человек убитыми и 5 ранеными. 188. До появления интернета у компании-производителя видеоигр Nintendo были консультанты по играм, которые помогали игрокам, застрявшим в трудном месте игры, пройти дальше. Они консультировали по телефону. 189. Гаоцин – единственная ныне живущая птица, частично сохранившая пальцы на крыльях. У птенцов на больших и указательных пальцах есть когти, которые они используют для лазания. У взрослой птицы когти на крыльях отпадают. 190. Гребни на небе собаки помогают ей глотать воду. 191. В Мексике художники имеют право выплачивать налоги натурой, то есть своими произведениями. 192. Существует область астрономии, занимающаяся изучением разрушенных планет. Некропланетология. 193. Тонгпанг – это хлеб в форме фекалий, очень популярный в Южной Корее. 194. Австралийский парламент не может законно работать без присутствия церемониального скипетра, символизирующего власть монарха. 195. До изобретения грелок люди грелись домашними животными. Бедные люди прижимались к коровам и свиньям, а среди богачей были популярны собаки мелких пород, например, той-пудели, согревавшие колени и руки. 196. В Канаде есть объект всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Прыжок бизона с разбитой головой». В этом месте аборигены сгоняли бизонов с обрыва в пропасть, а потом разделывали их останки в своих лагерях внизу. 197.
Олимпийские золотые медали на 92,5% состоят из серебра, и каждая должна быть покрыта не менее чем 6 граммами золота. 198. Слово «горилла» происходит из пунического языка и означает «человек, поросший шерстью». 199. Во время пожара в соборе Парижской Богоматери, случившегося в 2019 году, пожарные спасали предметы искусства в определенном порядке, следуя специально разработанному на этот случай протоколу. 200. Киты общаются при помощи особых звуков, неразличимых человеческим ухом. Но ученые могут их слышать при помощи специальной аппаратуры. Так они и обнаружили, что киты, обитающие на Карибах, имеют своеобразный региональный акцент. 201. Жир в организме взрослого человека имеет желтоватый оттенок из-за бета-каротина и других питательных веществ. У младенцев жир белого цвета. 202. Во время финансового кризиса уровень смертности в развитых странах снижается. 203. Поскольку Вселенная постоянно расширяется, приблизительно 60 тысяч звезд в секунду навсегда исчезают из нашего поля зрения. 204. Со временем алмаз разлагается до графита. Однако этот процесс, учитывая температуру Земли, занимает миллионы лет, так что можно сказать, что известная фраза «бриллианты вечны» почти отражает реальность в масштабе времени человеческой жизни. 205. Альбатросы – самые большие летающие птицы на Земле. Размах крыльев самого известного из них, странствующего альбатроса, превышает 3 метра. 206. Апельсины бывают двух видов – сладкие и горькие. Сладкие мы едим, а также из них производят сок, а горькие используют для приготовления джемов и различных напитков. 207. Грация – дальневосточный леопард-прабабушка. В Приморье произошло уникальное открытие. Впервые был найден дальневосточный леопард-прабабушка. Это самка по имени Грация, Лео-23F. Она стала матерью 10 пятнистых хищников из 5 выводков, что является рекордом для этого подвида. Грация стабильно приносила потомство раз в 2 года, что делает ее настоящей героиней среди леопардов. Определить правнука Грации удалось благодаря генеалогическому древу, составленному учеными из отдела науки земли леопарда. Выяснилось, что внучка Грации, Лео-280F, тоже стала матерью и родила котенка. На данный момент как минимум 7 взрослых котят Грации обитают на территории национального парка, а один из них уже освоился в Китае. Родословная этой удивительной кошки стала одной из самых длинных и включает целых 4 поколения. 208. Смешная идея, которая перевернула мир медицины. Джозеф Листер, отец антисептической медицинской практики, пришел к выводу, что если бы хирурги перед операцией ополаскивали руки карболовой кислотой, это помогло бы предотвратить попадание инфекции в тело пациента. В медицинском сообществе эта идея вызывала смех, до тех пор, пока врачи не заметили, что метод работает. 209. Неподнимаемый человек. Его не смог поднять даже Мохаммед Али. Казалось бы, поднять человека весом чуть больше 50 килограммов проще простого. Но канадский боксер Джонни Кулан превращал эту задачу в невозможную. Любой силач легко поднимал его один раз, а вот со второй попытки не мог даже оторвать от земли. Секрет оказался вовсе не в мистике, а в блестящем знании анатомии. Кулан умело воздействовал на мышцы и нервы соперника, превращая научный расчет в легендарный цирковой номер. 210. В Москвариуме теперь можно бесплатно наблюдать за тренировками дельфинов. В Москвариуме стартовали открытые тренировки дельфинов, которые могут увидеть все посетители аквариума. Дельфины решают логические задачи, запоминают команды, придумывают новые движения и выполняют упражнения, которые помогают поддерживать их физическую и умственную активность. Самое интересное, что за тренировками внимательно наблюдают не только посетители, но и другие дельфины.
А самый юный обитатель бассейна, который пока слишком мал для занятий, подплывает к взрослым и пытается повторять их движения. Открытые тренировки проходят каждую среду и позволяют увидеть, насколько умны и любознательны эти удивительные животные. 211. В Ереване собаки пьют из городских фонтанчиков, и никто им не мешает. В соцсетях набирают популярность трогательные видео из Еревана, где бездомные и домашние собаки спокойно подходят к городским питьевым фонтанчикам, чтобы утолить жажду. Самое удивительное – реакция людей. Никто не прогоняет животных. Прохожие терпеливо ждут, пока собаки напьются. Эти кадры многие называют примером настоящего уважения к животным. Ведь у бездомных собак нет возможности купить воду или попросить помощи, а такой простой человеческий поступок делает мир немного добрее. 212. Самый милый флешмоб. К Международному дню собак Управление МВД по Хабаровскому краю устроило необычный и очень трогательный флешмоб. Вместо привычных служебных новостей в официальном канале появились фотографии сотрудников полиции со своими домашними питомцами. Не служебные овчарки, а любимые четвероногие друзья, которые каждый день с нетерпением ждут своих хозяев со службы. 213. Объявлены лучшие аэрофотографии 2026 года. Организаторы конкурса International Aerial Photographer of the Year назвали победителей, а главную награду за лучший одиночный снимок получил россиянин Виталий Головатюк. Гран-при за лучшую серию работ досталось фотографу Азиму Хану Ронни из Бангладеш. Всего в конкурсе участвовали почти 1600 снимков со всего мира. Смотреть на Землю сверху, кажется, официально стало отдельным видом искусства. 214. Ажурный дом – архитектурный шедевр Москвы. На Ленинградском проспекте стоит поистине оригинальный дом, который привлекает внимание прохожих. Москва может похвастаться множеством талантливых архитекторов, но Андрея Бурова и Бориса Блохина можно назвать настоящими новаторами. Эти два мастера решили внести свежие идеи в проектирование блочных домов и, безусловно, добились успеха. На первый взгляд, дом может показаться обычным, но стоит присмотреться, и его истинная красота открывается. Фасад этого здания в стиле ар-деко украшен необычными элементами. Окна, которые выходят на лестницу, защищены бетонными решетками с растительными узорами. Именно благодаря этим деталям дом получил название «Ажурный». Несмотря на то, что решетки сделаны из бетона, они выглядят так, будто выполнены из настоящего кружева. 215. В Москве заметили редкого чибиса из Красной книги. Узнать его можно по черному клюву и длинному выразительному хохолку. Для гнездования эти птицы выбирают поля, низкотравные луга и пустыри. Они отдают предпочтение влажным местам, хотя могут селиться и на сухих участках. Гнездо чибисы устраивают прямо на земле. Примерно через 5 недель молодые птицы начинают летать. В июле и августе у пернатых особенно важный период, когда они наиболее уязвимы. В связи с этим специалисты призывают москвичей соблюдать осторожность во время прогулок. 216. Олимпиада, которую невозможно забыть. Летняя Олимпиада 1980 года в Москве вошла в историю не только спортивными рекордами. Именно тогда весь мир познакомился с обаятельным олимпийским мишкой, которого выбрали из сотен эскизов, а позже даже отправили в космос. Самым трогательным моментом стало закрытие игр. Огромный Миша поднялся в ночное небо под песню «До свидания, Москва», заставив миллионы зрителей прослезиться. Говорят, этот полет даже не был согласован с КГБ, но именно он стал одним из самых знаменитых финалов Олимпиад. 217. Один щенок смог вернуть ему вкус к жизни. Пожилой пес стал тихим, грустным и будто потерял интерес ко всему вокруг. Но хозяева решили порадовать старичка, и дома появился щенок. Теперь они вместе бегают, играют и встречают каждый день с виляющими хвостами. Бывает так, что для счастья нужен всего один друг, который вовремя появится рядом. 218. Забытая одежда прославила обычную прачечную. Одежда, которую никто не забирал годами, неожиданно стала пропуском в мир высокой моды.
Во время пандемии внук Чан Вань-Цзи и Сюй Шоэр, владельцев старой прачечной из Тайваня, начал наряжать своих пожилых бабушку и дедушку в забытые клиентами вещи и публиковать их фотографии. Через несколько месяцев супруги появились в Vogue, GQ и Marie Claire, а их необычный проект вдохновил тысячи людей по-новому взглянуть на винтажную одежду и осознанное потребление. 219. Самое милое фото после родов. Померанский шпиц только что родила 2 крошечных щенков. Несмотря на усталость, мамочка позировала для фото, очаровательно улыбалась и даже подмигивала. Пока щенки еще помещаются у мамы под лапой, но совсем скоро начнут исследовать мир и превращать ее спокойную жизнь в настоящее приключение. 220. Почему Берлиоз не мог погибнуть под трамваем на Патриарших прудах? В романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Москва изображена с удивительной точностью. Читатели могут легко проследить путь героев по улицам и заглянуть в конкретные дома, где разворачиваются события. Однако есть одна деталь, которая вызывает недоумение. На Патриарших прудах, где, согласно сюжету, Берлиоз погибает под трамваем, никогда не ходил трамвай. Литературоведы и поклонники Булгакова пытались разобраться в этой странности, но ни одна версия не смогла объяснить ситуацию полностью. Существует несколько теорий. Возможно, рельсы планировали проложить в этом районе, но проект был отменен. Или же рельсы когда-то были, но их убрали. Некоторые даже предполагают, что Булгаков имел в виду другие пруды, например, чистые. Однако все эти версии имеют свои слабые места, и ни одна из них не признана окончательной. Загадка остается открытой. 221. Моджо – щенок, которого никто не хотел брать к себе. Малыш ужасно страдал от демодекоза и жил на улице. И Джои Вагнер решил ему помочь. Он принес щенка в ветеринарную клинику. Благодаря помощи врачей Моджо стало лучше, но из-за его болезни забрать домой его никто не мог, однако Джои не забыл своего приятеля. Когда Вагнер вернулся в больницу, щенок настолько обрадовался, что прыгнул прямо к нему на руки и начал вылизывать ему лицо. Прошло время, и Моджо вырос. Правда, шерсть у него не отросла, но и без нее он великолепен. 222. Парень в 9 лет открыл свой палеонтологический музей. Это самый молодой музейный хранитель по книге рекордов Гиннесса. Окаменелости, минералы, артефакты – все это хранится теперь в музее парня, который он открыл в старом здании пожарной части, отданном ему администрацией. Местные приносят ему свои редкие экземпляры и пополняют коллекцию. 223. Не супергерой. В американском детском саду детей попросили прийти в образе человека, которым они восхищаются. Пока кто-то выбирал супергероев и знаменитостей, 5-летний Джабари Уильямс пришел в форме охранника своего детского сада. Мальчик решил стать мистером Джеймсом, человеком, который каждое утро встречает детей, помогает им чувствовать себя в безопасности и всегда встречает их с улыбкой. Когда охранник увидел маленькую копию самого себя, он не смог сдержать эмоций. Самые большие герои – это те, кто просто каждый день делает мир добрее. 224. В московском зоопарке произошло долгожданное пополнение. В семье домашних яков московского зоопарка впервые родился детеныш. Маленькая девочка весом 17 килограммов. Малышка появилась на свет меньше месяца назад, но уже успела удвоить свой вес и начала пробовать взрослую еду, хотя главным лакомством пока остается мамино молоко. Увидеть нового пушистого жителя можно уже сейчас на старой территории зоопарка. Похоже, у посетителей появился еще один повод задержаться у вольера подольше. 225. Ресторан, где вместо шеф-повара готовят бабушки со всего мира. В Нью-Йорке есть ресторан, в котором меню зависит не от звездного шефа, а от того, какая бабушка сегодня стоит у плиты. В Янотека Мария национальные блюда готовят бабушки из Италии, Палестины, Аргентины, Нигерии, Чехии и десятков других стран. Идея появилась у владельца после тяжелой личной утраты. Так он решил сохранить тепло домашней кухни. Рецепт, который передавался поколениями, не заменит ни одна кулинарная школа. Поэтому каждый вечер гостей ждет совершенно новое путешествие по миру.
через блюда, приготовленные с настоящей бабушкиной любовью. 226. Кот покорил интернет одним взглядом. Когда тайский котенок Лаклай попал в приют, все сразу заметили его необычные огромные глаза. Казалось, он вечно чему-то удивляется, и именно этот взгляд сделал его звездой соцсетей. Но за необычной внешностью скрывается самый обычный счастливый кот. Здоровый, активный и невероятно любопытный. 227. Мужчина стал жертвой бобра. Животное вероломно ворует его нижнее белье. В Польше мужчина, который живет рядом с прудом, столкнулся с загадочным исчезновением своего белья после стирки. Как выяснилось, похитителем оказался бобр, который обосновался в водоеме рядом с его домом. В своем посте в соцсетях мужчина рассказал, что сначала пропадали носки и рубашки, но недавно он застал бобра на месте преступления. Грызун сорвал с веревки трусы и, схватив их в зубы, скрылся под водой. Стоял как вкопанный, а он обернулся, зашипел и исчез, как болотный демон, поделился он. По словам мужчины, бобр ведет себя агрессивно. При приближении людей шипит и не проявляет страха. Хозяин шутит, что грызун, вероятно, собирает вещи для строительства плотины. 228. Этого питбуля забрали с улицы, и теперь он не перестает улыбаться. Он был бездомным и бродил по улицам Бруклина, но в один прекрасный день повстречался с Джоном и его собакой по кличке Дема, и между ними сразу же установились добрые отношения. Джон подобрал пса, надеясь найти его владельца, но спустя месяц безуспешного поиска и объявления о пропаже собаки понял, что Бринкс повстречался ему, чтобы остаться навсегда. Тогда псу было всего 11 месяцев, но, как вы можете видеть по фотографиям, он даже сейчас, 12 лет спустя, не может перестать радоваться этому замечательному событию, улыбаясь всем и вся. 229. В Южной Корее можно со 100% шансом выбрать вкусный арбуз. Сладость ягоды указывают прямо на этикетках. Перед продажей плоды просвечивают на специальном сканере, который анализирует состав и оценивает содержание сахара по шкале Брикса. Чем выше цифра, тем слаще арбуз. А вы как выбираете самый вкусный арбуз? 230. 96-летняя Эйлин – самый старый блогер-кулинар в мире. Эйлин Чин вместе с внуком Лукасом Вонгом создает кулинарные видео, используя рецепты из своей старой кулинарной книги. Эйлин родом с Ямайки, и на ее канале можно найти много национальных блюд, а также супы и десерты. Ее фирменное выражение «Мирахид, боже мой», стало популярным среди зрителей. «Мне приятно передавать свои знания следующему поколению», — говорит Эйлин. Она начала готовить в 5 лет, а в 1950-х вместе с мужем открыла пекарню на острове Сент-Мари. Позже она переехала в Майами. Сейчас у Эйлин 3 миллиона подписчиков на всех аккаунтах. В марте этого года, в возрасте 96 лет и 89 дней, ей было официально присвоено звание «Самый старший блогер-кулинар». 231. Я водяной, никто не водится со мной». Именно эту песню из советского мультфильма многие вспоминают при слове «водяной». Но сам герой появился в славянских легендах задолго до нее. Наши предки считали водяного хозяином рек, озер и омутов. Его представляли седым стариком с длинной зеленой бородой, покрытой тиной и водорослями. По поверьям, жил он в самых глубоких местах, под мельницами, в водоворотах и омутах. Рыбаки и мельники старались с ним, так сказать, дружить, оставляли хлеб, соль или табак, чтобы попросить хорошего улова и спокойной воды. А истории о водяном служили еще и напоминанием. К воде нужно относиться с уважением и не терять осторожность. Сегодня водяной остается одним из самых известных персонажей славянского фольклора, загадочным символом силы и непредсказуемости природы. 232. Когда очень не хочется переплачивать за доставку. Двое австралийцев решили не тратиться на перевозку уличного туалета на остров Кенгуру и просто переплыли с ним опасный пролив. Они построили самодельную баржу с мотором, установили на нее туалет и мангал, а затем за 4 часа добрались до острова.
По пути друзья жарили сосиски и ребрышки, а туалет, как признались сами путешественники, использовали по прямому назначению. 233. Самая дорогая покупка из юрского периода. Скелет тираннозавра по прозвищу Газ продали на аукционе Сотфебис в Нью-Йорке за рекордные 50 миллионов 100 тысяч долларов. Это самая высокая цена, которую когда-либо платили за останки динозавра. Газу около 67 миллионов лет. Он считается одним из самых крупных и хорошо сохранившихся скелетов тираннозавра, найденных учеными. Интересно, где новый владелец поставит такую покупку? В гостиной или все-таки выделит отдельную комнату? 234. Итальянское лето Лучано Паваротти. Он был не только одним из величайших оперных певцов XX века, но и настоящим воплощением итальянской любви к жизни. Паваротти родился в Модене и всегда оставался близок к своим корням. Где бы ни находился, на большой сцене или за семейным столом, Лучано сохранял тепло, искренность и умение радоваться простым вещам, хорошей еде, летним вечерам и встречам с близкими. Фотографии из его семейного архива передают ту самую солнечную и уютную атмосферу, которой была наполнена его жизнь. 235. Самый маленький «Мерседес» в истории. В 1980-х, когда о пробках и нехватке парковок только начинали всерьез говорить, Mercedes-Benz уже представил необычный городской концепт – NAFA. Его название переводится как «автомобиль для коротких дистанций». Малыш был всего 2,5 метра в длину, но при этом вмещал 2 человек. Для своего времени он получил по-настоящему футуристичные решения – управление всеми 4 колесами, раздвижные двери и складывающиеся зеркала. В серию NAFA так и не попал. Концепт не прошел строгие краш-тесты Mercedes. Зато его идеи не пропали. Именно они позже вдохновили инженеров на создание компактных городских моделей, включая А-класс и Smart. 236. Рыба судного дня всплыла снова, но ученые разрушили главную страшилку. Сельдяной король – самая длинная костная рыба на планете, способная вырастать до 11 метров. Этот серебристый гигант с ярко-красным плавником почти всю жизнь проводит на глубине в сотни метров, поэтому каждая встреча с ним кажется настоящей сенсацией. В Японии сельдяной король у берегов давно считается предвестником землетрясений, цунами и разрушительных штормов, из-за чего его прозвали «рыбой судного дня». Однако исследования не подтверждают эту связь. Биологи объясняют такие случаи болезнями, последствиями штормов, сильными подводными течениями и резкими изменениями условий в океане. И все же сельдяной король поражает куда сильнее любых легенд. Живой эту рыбу удается увидеть настолько редко, что каждое ее появление напоминает, насколько мало человечества до сих пор знает о жизни в глубинах мирового океана. 237. Знаете ли вы? Касатка – единственный хищник в океане, перед которым трепещет даже белая акула. Не из-за размера, а из-за гениальной тактики. Касатки нападают на акул сбоку, переворачивают их на спину, и те впадают в транс, не в силах пошевелиться. Ученые зафиксировали, одна стая касаток в ЮАР специально выбивает печень из белых акул, а все остальное оставляет нетронутым. Они знают точно, где находится этот орган, и извлекают его хирургически точно. Но самое страшное – касатки учат друг друга. Молодые особи не просто копируют взрослых, они проходят своеобразную школу охоты, которая длится годами. У каждой стаи свой язык, свои техники и свои традиции. 238. Если кто-то пробовал рассмотреть Мону Лизу в сильном приближении, чтобы глаз на весь экран, или губы, то вы застыли в полном недоумении, потому что невозможно найти ни одного мазка, даже крошечного. Более того, когда исследователи сделали рентген Моны Лизы, то тоже не увидели ни одного мазка, но обнаружили кое-что невообразимое – 30 тончайших слоев краски. Вы даже представить не можете, насколько тонких, в 1 микрометр. Для сравнения, диаметр человеческого волоса – 80 микрометров.
Оказалось, что мазки там есть, но каждый мазок длиной в 1/40 миллиметра. Леонардо с помощью лупы наносил сеть вот таких микроштрихов кистью, а потом уже наносил слой тончайшей краски. И так 30 раз. Слой штрихов, слой краски. 239. Арка Тита, воздвигнутая в 81 году нашей эры в честь императора Тита, до сих пор расположена на Виа Сакра в Риме, напоминая о его военных успехах, особенно о разгроме Иерусалима в 70 году нашей эры. Барельефы на арке изображают триумфальное шествие римлян с трофеями, среди которых знаменитая минора. Этот памятник не только увековечил Тита, но и стал образцом для триумфальных арок по всему миру, символизируя власть и победу. А сегодня он еще и одно из культовых мест для любителей истории и туристов. 240. Дверь XIV века в Эксетерском соборе в Великобритании считается старейшей из существующих дверей с кошачьей дверцей внизу. В архивах собора есть записи о том, что кошки епископа официально состояли на довольствии, пенни в неделю, и должны были за эту скромную зарплату нещадно расправляться с крысами и мышами в северной башне собора. 241. Нина Пронюшкина и Эльвира Фомичева. Абсолютные рекорды стратосферных женских прыжков с парашютом. Нина Пронюшкина с зеркалом наносит слой жира на лицо. Установила рекорд ночного одиночного прыжка, класс G2 FAI, с высоты 14 974 метра. В свободном падении 14 400 метров. Раскрытие купола 570 метров. 28 октября 1977 года. Позже рекорд убрали из реестра FAI как опасный для жизни. Эльвира Фомичева – абсолютный рекорд FAI в классе G2. Дневной одиночный прыжок с высоты 15 760 метров, в свободном падении 14 800 метров. Раскрытие купола на 960 метров. 26 октября 1977 года. Рекорды советских парашютисток не побиты и сегодня. 242. Лотосы, какими их видят только обитатели воды. Этот необычный ракурс открывает привычные цветы совершенно с другой стороны. Снятые из-под воды, лотосы кажутся невесомыми. Тонкие стебли устремляются к поверхности, а нежно-розовые лепестки словно парят в прозрачной голубой глади. 243. Гора Мауна-Кеа примерно на 1,36 километра выше Эвереста, если учитывать ее основание на дне океана. Около 6 километров этой горы скрыто под водой. Если же измерять расстояние от центра Земли, то рекорд принадлежит эквадорскому вулкану Чимборасо. Из-за экваториального выпячивания Земли его вершина находится примерно на 2 километра дальше от центра планеты, чем вершина Эвереста. 244. Индийский актер Амир Хан придумал необычный способ благотворительности. Он объявил раздачу всего 1 килограмма муки, и многие даже не стали приходить, решив, что такой подарок не стоит потраченного времени. Только дома люди обнаружили внутри пакетов спрятанные 15 тысяч рупий. Так деньги достались тем, кому действительно было нечего есть, а не тем, кто пришел бы ради легкой выгоды. Этот случай до сих пор приводит в пример как нестандартный способ сделать помощь максимально адресной и отсечь случайных получателей. 245. В криминалистике есть железное правило. Тело всегда говорит правду, даже если человек всю жизнь искусно лгал. Летом 1865 года в Лондоне горничная София Бишоп обмывала тело покойного генерала-инспектора британских военных госпиталей. И это тело рассказало историю, которую могущественная империя затем пыталась скрыть целый век. На столе лежал легенда военной медицины Джеймс Барри. За 46 лет службы этот выдающийся хирург спас тысячи жизней от Южной Африки до Ямайки. Он боролся с эпидемиями холеры, улучшал рацион солдат, строил системы канализации в бараках и заставлял чиновников закупать качественные медикаменты.
В 1826 году он провел одно из первых успешных кесаревых сечений в Африке, сохранив жизнь матери и ребенку. Служанка стала готовить прославленного офицера к погребению и замерла в шоке. Перед ней лежала пожилая женщина. На ее животе четко виднелись характерные стрии, следы давней беременности. Блестящим британским генералом оказалась Маргарет Энн Балкли. В начале XIX века двери медицинских университетов были наглухо закрыты для женщин. В 1809 году юная Маргарет надела мужской сюртук, коротко остригла волосы и поступила в Эдинбургский университет. Она создала себе безупречную легенду, которую поддерживала до последнего вздоха. Для маскировки женской фигуры доктор Барри носил объемное пальто даже в тропическую жару. Ради прибавки в росте он заказывал ботинки на толстой платформе. Его часто дразнили за высокий писклявый голос и отсутствие щетины, но хирург обрывал насмешки с помощью крутого нрава. Он отчаянно ругался с начальством, швырялся инструментами в операционной и однажды вызвал офицера на дуэль на пистолетах. Агрессивное поведение стало лучшей защитой. Сослуживцы отказывались подозревать в этом грубом и требовательном командире переодетую барышню. Когда тайна вскрылась, руководство британской армии охватила настоящая паника. Военному министерству грозил грандиозный скандал. Женщина 50 лет водила за нос всю армейскую систему. Она инспектировала гарнизоны, отдавала приказы генералам, лечила губернаторов и оказалась компетентнее тысяч мужчин с правильным происхождением. Военные чиновники предпочли замять дело. Личные архивы хирурга были спешно изъяты, а документы засекречены ровно на 100 лет. Официальное расследование свернули. 50 лет жить в постоянном напряжении, под угрозой разоблачения и тюрьмы, работая в жесточайших условиях военных лагерей. Этот случай уникален. Обычно люди фабрикуют биографии ради наживы или ухода от правосудия. Маргарет совершила подлог ради права учиться и лечить больных. Военные бюрократы спрятали документы в пыльные папки ради спасения чести мундира. Они так и остались в истории безымянными клерками, а имя доктора Барри навсегда вписано в учебники медицины. 246. Золотистый крот Хрисоклоридей – это удивительное млекопитающее, которое практически слепо и охотится, почти полностью полагаясь на способность улавливать вибрации Земли. Он способен чувствовать даже мельчайшие движения насекомых и другой добычи через песок, что позволяет ему находить пищу и ориентироваться без помощи зрения. Золотистый крот обитает в пустынях, саваннах и лесах Юга Африки. Эти зверьки буквально плавают в рыхлой почве, проводя основную часть жизни под землей. Такой образ жизни помогает им избегать хищников и спасаться от сильной дневной жары. 247. Ламин Ямаль стал первым игроком в истории футбола, который выиграл в 19 лет и чемпионат мира, и чемпионат Европы. Он сделал это под 19-м номером 19 июля, через 19 лет после того, как его искупал в ванночке 19-летний Лионель Месси, который играл за Барселону под 19-м номером. 248. В бразильской тюрьме решили отказаться от сторожевых собак и поставили на охрану гусей. Спустя 15 лет результат оказался неожиданным. За это время не было зафиксировано ни одного побега. Сотрудники тюрьмы говорят, что собаки требуют дрессировки, ухода и больших затрат, а гуси уже рождаются агрессивными защитниками территории. Они моментально замечают чужака, поднимают громкий шум и заставляют охрану реагировать. Эти птицы настолько хорошо справляются с ролью охранников, что их начали использовать даже для охраны границ. В Китае около 500 гусей привлекали к патрулированию сотен километров территорий, где они помогали замечать нарушителей. 249. Плацкарт в самолете. Существовали такие Боинги в 1940-х, 1950-х годах, и на них можно было перелететь океан. Пассажиры на ночных рейсах могли лечь в кроватку, закрыть шторку и уютно сопеть в подушку, не думая о потраченных $1000. 250. В 1950-х годах Эль Капитан считался неприступным,
Но Уоррен Хардинг отказался верить, что эту гранитную стену невозможно покорить. После 18 месяцев работы и 47 дней на маршруте он вместе с командой первым достиг вершины 12 ноября 1958 года. Это восхождение навсегда изменило мир скалолазания, доказав, что невозможное может стать возможным. Спустя почти 60 лет Алекс Хоннольд прошел тот же маршрут без веревки менее чем за 4 часа, благодаря тем, кто первым осмелился бросить вызов Эль Капитану. На этом я бы хотел закончить это видео с 250 спокойными фактами, которые помогут при тревоге. Ну и уже по традиции для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Она играла ведьм так жутко, что дети прятались под кровать, а в реальной жизни перекричала целый барак воров-рецидивистов и вышла победительницей. В советском кино было много актеров, которых все знали в лицо, но мало кто мог назвать по имени. Мария Капнист была именно такой. Вы включали телевизор, видели на экране страшную старуху с пронзительным взглядом, и по спине пробегал холодок. Это она пугала зрителей в «Руслане» и «Людмиле», как колдунья Наина, заставляла ежиться в Олесе в образе Мануэлихи и выглядела жутковатой графиней в бронзовой птице. Ей даже грим был почти не нужен. Сама судьба вырезала на ее лице такой рисунок, что режиссеры только ахали и сразу давали роли. За 35 лет в кино она снялась в 80 фильмах, и каждый раз ее персонажи запоминались намертво. Но самое удивительное – это не ее роли, а то, что скрывалось за этим пугающим обликом. Мария Капнист была настоящей графиней. Ее предки – знаменитый поэт Василий Капнист и легендарный атаман Иван Сирко, тот самый, которого турки боялись как огня и называли русским чертом. До революции ее семья жила в роскоши. Огромный дом на английской набережной в Петербурге, 70-комнатный особняк в Судаке, а потом все рухнуло. Отца офицера расстреляли, сестра умерла от голода в 15 лет. Брата увезли за границу, и его следы потерялись. Саму Марию с матерью спасли крымские татары, переодели в национальные костюмы, дали поддельные документы и помогли бежать. Казалось бы, после такого можно сломаться. Но испытания только начинались. В 16 лет она поступила в театральный институт, но ее как дворянку отчислили. А потом были сталинские лагеря. Долгие годы ада. В лагере ее бросили в воровской барак, специально, чтобы сломать. Но Мария не просто выжила. Она встала перед толпой отпетых уголовников и заорала: «Черви вонючие! Война идет, на фронте ваши братья гибнут, а вы тут над слабыми издеваетесь. Были бы у меня пули, я бы вас всех перестреляла». И они отступили. Никто ее больше не тронул. В лагере она родила дочь Радиславу от поляка Яна Волконского. Ребенка отобрали в 2 года и отдали в детдом. Девочка долго не знала матери, не могла ее принять, когда та наконец вернулась. Только в юности они смогли стать близкими. После освобождения Мария Капнист вернулась в Киев и сразу пошла в кино. Ей было 44, но выглядела она на все 70. Лагеря не прошли даром, именно поэтому ей давали роли старух, ведьм и графинь. И она играла их так, что зрители верили. Перед ними настоящая нечистая сила. В ее жизни была трагическая любовная история. Мужчина, который помогал ей в лагере, рисковал жизнью, отправлял передачи, ждал ее долгие годы. Когда Марию освободили, он встретил ее на вокзале с огромным букетом, но не узнал. Прошел мимо несколько раз, потому что помнил ее молодой и красивой, а перед ним стояла изможденная старуха. Он отдал цветы случайной женщине со словами: «Вас не встретили, и я не встретил ту, кого ждал». Мария окликнула его. Он обернулся и был в шоке. Предлагал потом руку и сердце, но она так и не смогла простить ему той встречи на вокзале. Умерла она в 80 лет, выходя с киностудии после того, как договорилась о новой роли. Переходила дорогу в неположенном месте, потому что после лагерей у нее была клаустрофобия, она панически боялась подземных переходов. Ее сбила машина. Похоронили Марию Капнист на родовом кладбище в селе Большая Обуховка на Полтавщине, рядом с ее знаменитым предком. На фамильном гербе Капнистов написано по латыни: «В огне не горит».
Она прошла через ад, потеряла все – красоту, здоровье, семью, свободу. Но осталась женщиной с огромным сердцем и несгибаемой волей. Настоящая аристократка, которая не сломалась даже тогда, когда сломаться было проще всего. Вот такими у нас получились 250 спокойных фактов, которые помогут при тревоге. На экране несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте большой палец вверх, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех, поддержавших наш канал, материально зрителей в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал «Книги, истории, факты», поставить большой палец вверх, нажать на колокольчик и выбрать «Все уведомления». Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, большие пальцы вверх и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.